Я приветствую вас, представители знака зодиака Телец. События будущего. Что скоро случится или произойдет? Давайте узнаем. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 марта. Что откроется, может быть, какая-то правда, или что ведет к переменам, как данность какая-то для вас прояснится, такое мы тоже можем предположить, раз уж нам с вами довелось проживать в эпоху перемен. Но давайте узнаем через подсказки карт, какие энергии будут преобладать для вашего знака зодиака с 10 по 20 марта. И традиционно первые 4 карты мы достанем на колоде Ленорман. Так что же скоро случится? Что же скоро произойдет? Давайте будем, конечно, реалистами, потому что любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, что мы с вами проведем приятное время и какую-то ситуацию вы просчитаете. Вот пока еще, ну, наверное, тысячи неопределенностей. И знаете, самое главное, по Луне, нам ведь и говорят, еще ты тут, Телец, просчитать что-то наверняка не можешь. Самое главное, будь, наверное, готов к любому развороту событий, как и к любым новостям, например. Наверное, главное видеть свою цель. И если цель или намерение, оно, ну, пусть как ваша мечта, или то, что вы обязательно хотите для себя осуществить, добиться чего-то, вы это должны сохранять. А придется себя корректировать свои планы, в зависимости от той обстановки, которая будет складываться. Пойти по ситуации, я бы сказала, к этому нас призывает эта карта, которая перевернулась. Но все же, события ближайшего будущего и что же скоро случится. С учетом того, что вам выпал аркан Луна, я могу предположить, что будет меняться и не раз обстановка вокруг вас или информационное пространство, оно тоже где-то будет меняться, вас ставить в тупик, как к этому относиться, или как мне быть, как мне действовать. Искусство мелких шагов. Такой период нам часто помогает, потому что если на полной скорости куда-то пронесемся, вряд ли мы тут подметим некоторые тонкости. А здесь, скорее всего, в этот период мелочей нет. И увидеть подсказки – это тоже своего рода искусство. Давайте мы достанем следующую карту, и она будет означать как неожиданности или что скоро откроется. Какие перемены, может быть, у вас уже практически на пороге. Что вам нужно услышать или в чем ваша сила? Что вам будет помогать? Что вам нужно знать? И по основным сферам жизни, дела, работа, бизнес, у кого-то документы, учеба или ваше личное дело, финансы, деньги, вторая карта. И третья – это у нас любовь и личная жизнь. Так что же скоро случится или произойдет? Да не скоро, нет. Аркан звезды – это то, что я сказала по Луне. Мы видим цель свое или намерение, и это будет важно сохранять. Потому что, когда выпадает аркан звезды, это будущее, которое лет на 10-20. Понятно, что неделя или 10 дней, декада – это вот очень короткий отрезок времени для истории, это вообще одно мгновение. И тем не менее, сохранить себя, правда, это искусство, и куда-то не торопиться. Или предоставить возможность событиям развиваться своим чередом. Наблюдать, безусловно, делать выводы, но пока еще не выносить вердиктов. Потому что что-то продолжится, может быть, сами по себе перемены продолжатся. Информация придет и будет приходить еще на последующие дни, и действительно вас может ставить несколько либо в тупик, либо вы понимаете, или может так казаться в какой-то определенный период времени, что я не могу ничего осуществить, я ничего не могу с этим поделать, я не вижу своего будущего. Вот у кого-то так может даже проигрываться, потому что некоторый хаос царит вокруг вас. С одной стороны, эта карта говорит, для тебя, Телец, нет ничего невозможного. И для тебя как раз будет тот период, когда будут исполняться твои мечты. Но все же звезды это не буквально вот теперь, вот в эти 10 дней. Это дистанция всегда. И для кого-то это будет означать дистанция по времени, а для кого-то это еще может означать дистанция по километражу. И вас вполне вероятно,
перемещение в эти 10 дней. Может быть, далеко куда-то, или вы намереваетесь переехать. Рассматриваете, может быть, вопросы через ваш труд или через вашу занятость. Вы тоже хотите что-то развивать. И, может быть, как релокация у кого-то тоже, поскольку в данной местности я не могу находиться. Такое тоже, ну, мы все разные абсолютно. Поэтому как дистанция по времени, так и по километражу подведем итоги, а она свидетельствует, по этой карте проходит. Вот такое значение, когда и убыстрить мы что-то не сможем, но и, возможно, и было бы преждевременным делать вот эти самые выводы. Сохраняйте терпение, сохраняйте, ну, где-то настойчивость и будьте внимательны к тем деталям, которые будут присутствовать в жизни этих 10 дней. Так что же случится все же? Случиться может, что письмо, да, вы получите какой-то важный документ. Может быть, это будет тот документ, который перед вами открывает, тем не менее, какие-то возможности. Может быть, это будет связано с решением конкретного человека, важной персоны. Иногда по этой карте, это правда, мы проводим важные соглашения. Где-то аркан письма может говорить о денежных вопросах, потому что в этой колоде оракула Ленорман нет карты денег как таковой. И когда выпадает письмо, это мы преувеличиваем наш доход, и мы эти деньги получим потом. Но вот теперь мы словно взбираемся так шаг за шагом по лестнице благополучия. Мы пытаемся преодолеть или изменить какую-то прежнюю ситуацию. И у каждого по-своему проиграется. У кого-то в виде бумаг или документов, а у кого-то это преодоление, ну, каких-то препонов или препятствий по заработкам, по получению денег. Для кого-то из вас еще карта будет говорить: будь готов к тому, что информация будет разрозненная. Тебе ее придется перепроверять. Доверяй, но проверяй. Об этом тоже нам говорит карта. И надейся, безусловно, сам на себя. Ну, где-то еще и подсказка. Смотрите, если вы, тем не менее, жизнь идет вперед, да, хоть нам и говорят звезды, твои мечты обязательно сбудутся, но это не произойдет в этот период 10 дней. А тем не менее, мы ведь проживаем этот период, и поэтому аркан письма будет говорить о том, что вы можете взять такой ориентир, мои дорогие тельцы. Если вам кто-то что-то предлагает, насколько человек, или пусть это компания, организация, не просто на словах вам что-то обещает, в лице, к примеру, руководителя, а насколько это готовы прописать на бумаге или оформить юридически, насколько это может быть узаконено, то есть не идея ради идеи, а какой-то материализм, он все-таки присутствует в вашей жизни. И тогда по аркану письма, если мы говорим, опять же, документ, вас берегут, буквально вас самих, может быть, или вам будут помогать правильно оформленные документы или подписанные договоры. И если у вас есть вопросы с банками, значит, там тоже должно быть вами все просчитано или прочитано до мелочей. Все то, что написано и крупным шрифтом, и мелким шрифтом. Вы не можете себя подвергнуть риску, мои дорогие тельцы. Поэтому доверяй, но проверяй. Следующая карта. И по аркану ребенок это всегда как обновление. Обновление может быть и отчасти личная жизнь, да, тут могут быть какие-то вопросы от ваших детей, как события, новости. Может быть, это ваши дети где-то на расстоянии, вы намереваетесь съехаться, да, кто-то вот письмо банально может проиграться, как я жду визу, такое тоже вполне вероятно. Или есть вопрос, который связан с перемещением, и это будет где-то как новые варианты сотрудничества, новая работа или работа из любой точки мира в новом качестве совершенно каком-то. И я такое тоже могу предположить. А у кого-то это вопросы семьи. Но так или иначе, аркан ребенок всегда говорит, что вы уже находитесь в периоде перемен. И само по себе обновление, как новый жизненный этап, об этом тоже может свидетельствовать карта. Даже если, предположим, у вас нет детей на сегодняшний день, и вы сами по себе, но все равно, значит, обновление, оно присутствует. Давайте посмотрим еще. Да, аркан Аист может говорить о том, что
Вы хотите выйти из одиночества, у кого-то так. В этом оракуле, обратите внимание, один аист. Нам не говорят пока о паре. И, может быть, это есть какие-то контакты с человеком на расстоянии, мои дорогие, у кого-то будет так проигрываться, с которым вы хотите съехаться, но тогда будет очень важно, с учетом аркана письма, насколько человек готов в отношении вас, ну, как-то продвинуться по части документов или взять на себя обязательства, заключить важные соглашения, может быть, контракты, может быть, брачные договоры. И если, правда, у кого-то это откликается, для кого-то из вас это будет смена места жительства, переезд куда-то далеко или планируемый переезд, когда вам еще нужно что-то просчитать, наметить, куда же я еду. Вполне вероятно, на этот период времени вы можете вообще передумать, как ехать собирались в одно место, а теперь вы рассматриваете другие варианты. Или сразу вы будете рассматривать несколько вариантов, просчитывать один, и второй, третий, или ну сколько там у кого имеется. И всегда аист, с одной стороны, мы сохраняем себя, наше благополучие. Иными словами, вот то гнездо, это где-то как наш дом. А дом это всегда символ нашей стабильности. Поэтому вашу стабильность еще какое-то время придется сохранять. И, может быть, правильные действия. Нам говорят, еще что-то не отстроено. И будет постепенно приходить, как и в виде информации или каких-то новых возможностей. Но пока мы этого не видим. Мы можем только проживать в течение этой декады каждый день, внимательно относясь к тем насущным вопросам, которые у нас на момент каждого дня возникают. Не торопитесь с места в карьер. Вы уже как в обновлении нового жизненного этапа. Но сохранить себя и собственное благополучие. Основная задача 10 дней, по крайней мере, я вижу так. Давайте посмотрим, что уже скоро у вас откроется или прояснится. Да тоже ничего тут скоро не откроется, мои дорогие. Аркан Жрица. Действительно есть какая-то тайна, есть неопределенность. И я могу тогда сказать конкретно, карту как совет можем воспринимать. Сохраняйте заначку, к примеру, так. Пусть это вам выпало не на деньги даже, да, но рядом у нас аркан письма, и мы говорили, иногда это свидетельство о финансовых вопросах или какие-то, ну, денежные темы, тем не менее, присутствуют. Будьте готовы, мои дорогие, по аркану Жрица, ну, как для себя создать некоторый запасной аэродром или возможность для маневра. Скорее всего, нужно быть готовым к тому, что вам придется словно отступать полшага назад. Или переигрывать, пересматривать отношения, ситуации или какие-то свои собственные возможности. Пока наперед вы не можете что-то просчитать. И аркан жрица – это та, которая умеет хранить собственную независимость. Независимость – это не то, что мы кому-то что-то доказываем, а она умеет хранить о себе тайну. Она умеет отойти на полшага в тень, если это необходимо, потому что таким образом она себя бережет. И у вас это выпадает, что скоро откроется. Вполне вероятно, какая-то тайна и откроется, потому что тайны проходят по аркану жрица. У кого-то могут открыться, к примеру, если был, ну, как любовный треугольник. Иногда напрямую об этом нам карта говорит. И если, правда, вы, к примеру, думали или были уверены даже, да, что, ну, человек абсолютно с вами честен, то здесь может прийти какая-то информация, которая поставит под сомнение эту честность. И в то же время тогда карта говорит, ты тогда не раскрывай, что ты теперь знаешь какую-то информацию. Ты и эту информацию, телец, сохраняй тоже. Не предвосхищай события, не торопись все равно с места в карьер, не беги, не доказывай. Ты этим самым преувеличиваешь свои позиции. Здесь буквально молчание творит чудеса, и вы в последующем себя поблагодарите. Здесь могут быть такие или такого рода неожиданности, с учетом того, что это старший аркан, который приходит как внешние события, открываются какие-то, может быть, и новые возможности, но через метаморфозы или через то, что вы говорили себе прежде, такого не может быть никогда. Здесь есть какой-то иррациональный момент, который вы можете узнать, услышать, или вы можете столкнуться с поведением людей. И будьте готовы к тому,
что жизнь может нас не просто удивлять или ставить, к примеру, в тупик, а тем самым еще и давать подсказки, что ты, если тебе вот сейчас не получается что-то осуществить, вполне вероятно, прямо сейчас тебе туда и не нужно. Вас, как высшие силы, могут и останавливать тоже. Поэтому даже подобного рода неожиданности, они у вас могут быть. Давайте посмотрим, что же ведет или к переменам, или в чем ваша сильная позиция, императрица? Императрица всегда надеется сама на себя. И я должна сказать, это Венера, по сути дела, по аркану императрица. И Венера, ваша планета-управитель, сейчас в ретро-движении, в эту декаду. И здесь могут быть основные темы – это личная жизнь и деньги. Особенно у вас. И разного рода метаморфозы могут происходить, как и по части финансов, так и по части личной жизни. Если вы какую-то тайну узнаете, или к вам приходит какая-то новость, тут ведь может быть, знаете, своего рода какая-то игра внешняя. И пока вы разберетесь, что да, действительно, это была неправда, или информация была как фейк, а вы уже на что-то согласились, поэтому не стоит куда-то торопиться. Все же аркан императрица призывает вас, мои дорогие тельцы, сохранять самих себя. Императрица очень ресурсна. И у кого-то, если мы говорим, что вам будет помогать, вам будут помогать только те люди, к примеру, по аркану императрицы, которые свободны от какого-то меркантильного интереса, или те, которые вас искренне любят, те, которые вам уже в чем-то оказывали поддержку, или те люди, которые уже проверены временем. Хотя я допускаю, что карта где-то подтверждает: телец, твои намерения и мечты, они сбудутся, но какой-то еще путь тебе предстоит пройти. Давайте посмотрим дела, работы, бизнес, ваши достижения. Ну, явно что-то не радует. По девятке мечей, опять же, и нет конкретики. Нам вот в окошке как будто солнышко уже встает, да, восход. Но наша девушка, героиня этой карты, сидит в мрачной комнате, и вот эти 9 мечей или 9 ножей, которые на стене, создают такую напряженную атмосферу. По сути дела, это карта искаженного восприятия. И нам показана девушка, она даже в окно и не смотрит. Это вы можете находиться в каком-то замкнутом пространстве. Может быть, вас сейчас, ну, как обстоятельства вашей жизни больше вынуждают или склоняют к чему-то. Есть разочарование, может быть, и по части работы, или даже по части вашего личного дела, творчества, бизнеса. Что-то становится на стопор. Или когда вы прежде приложили очень много усилий в каком-то конкретном направлении, и здесь теперь тоже некоторые разрушения. И все же карта нам о чем говорит, мои дорогие тельцы? Что мы не видим реальной картины событий. Поэтому выйти из периода ограничений важно. Ну, наверное, дважды важно, потому что Уран, который много чего изменил в вашей жизни за последние 7 лет, теперь завершает, делает заключительные аккорды в вашем знаке зодиака и уже летом перейдет в знак зодиака Близнецы. И он у вас будет, если на теперешний момент он находится в первом доме гороскопа, что и символизирует как ваше «я», вот этот аркан императрица, то на последующие 7 лет с лета это будет второй дом гороскопа, это будут финансы. И поэтому какая-то новая финансовая стратегия и тактика, ну, как будет вынуждена в вашей жизни меняться. И по Урану неплохо было бы как несколько источников дохода для себя продумывать. И вполне вероятно, в эти 10 дней вы придете к выводу, что какая-то из стратегий не работает. И мне нужно сейчас себя, ну, как переориентировать, переформатировать немного по работе. Но и знаете, ведь это еще и одновременно карта бессонницы. Иногда бессонница у нас бывает буквально от усталости, когда мы слишком напряжены, когда мы находимся, ну, как в эпицентре событий и слишком близко к себе это воспринимаем. И буквально нам тогда это не дает покоя, мы не видим никакого просвета. Поэтому, мои дорогие тельцы, для вас будет очень важно
какую-то перезагрузку для себя, потому что вы как дошли до какой-то определенной точки. Я смело такое могу сказать. Девятка мечей. Девятка по нумерологии это перемены уже. И от того, в каком направлении последуют дальше события. Тут надо держать руку на пульсе, а не находиться вот в таком уединении или словно в периоде ограничений. Давайте посмотрим, раскроем, с чем это может быть связано. Восьмерка Пентаклей нам говорят, работай, у тебя все получится. Не анализируй слишком долго. И значит, есть у вас еще достаточно проектов, возможностей и, кстати, сил. Здесь могут мешать эмоции. И я вас хочу пригласить на свой сайт «Преломление реальности». Есть у меня такая статья. До 13 апреля вот эта ретроградная Венера, ну и другие планетарные аспекты для нас будут создавать не самый приятный эмоциональный фон, который где-то напоминает эту девятку мечей. И она может быть связана с тем, что нас люди могут подводить. Нам могут люди высказывать какие-то неприятные вещи или вести себя совершенно бестактно, как-то беспардонно, я бы сказала так. А мы это можем воспринимать слишком личностно. И нам это будет мешать именно потому, что мы услышим какую-то, ну, может быть, грубую фразу, и замкнемся на самих себе. Вот для вас замыкаться на себе категорически запрещено. Помните это. Потому что по восьмерке Пентаклей у вас есть возможности выйти победителем из любой ситуации. И карта говорит, я всегда привожу в пример мою любимую, одну из любимых поговорок: продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. И где-то это про финансы сразу же нас переводит карта. И посмотрите, королева Пентаклей, это вы сами. Да, действительно, вас может не радовать, допустим, в эти 10 дней получение денег или той суммы, которую вы имеете на руках, а тем не менее на преувеличение или на осуществление какого-то своего проекта нужно направить собственные силы. По королеве Пентаклей храни сама себя или саму себя, самого себя. Если выпадает это даже для мужчин, все же это карта того человека, который умеет сказку сделать былью. Поэтому может быть для мужчин, как и если мы говорим о персональной карте, это как ваша супруга точнее, или партнер, может быть, по бизнесу, но это и вы в каких-то таких более добрых энергиях, более лояльных. И карта нам говорит еще о том, что ты сохраняй как и планы, так и просчитывай, каким образом ты их можешь реализовать. Ты из любого хаоса умеешь создать порядок. И поэтому для вас самое главное отработать какие-то новые методы. Не случайно вам в Ленорман выпадает ребенок. Прежняя стратегия действительно не будет работать. Здесь вам нужно брать, ну или исследовать какие-то новые возможности, как и по части заработков. И у кого-то это может быть необходимость учиться или осваивать как новое ремесло, новую профессию, или для себя, если у вас бизнес или личное творчество, ну тоже новые грани взаимодействия, может быть, новых партнеров. Но вообще карта говорит, у тебя по деньгам сейчас все стабильно. И с учетом Верховной Жрицы ваша задача идти вперед и сохранять самих себя. И быть реалистами в личной жизни. Может быть, и разочарование в личной жизни тоже. Может быть, уже какие-то были прежние договоренности, письмо, да. А здесь вы получаете какой-то важный документ, бумагу, и не все в этой бумаге вас радует. Я такое тоже могу допустить. Или вы на кого-то рассчитывали, мои дорогие, по восьмерке мечей. И это, ну, как глубокое разочарование. Посмотрите, все то, что касается ваших достижений и личной жизни, правда, не совсем радует, а тем не менее обе карты искаженного восприятия. Как и здесь нам девушка не желает смотреть в окно, или, будем говорить, не желает видеть, что же происходит в реальной жизни. Она себя заключила в рамках вот этой комнаты, этого помещения, и все, нет прогресса. И кажется, все хорошее уже позади, и все завершилось. Никакой перспективы я не вижу, а между тем
Я даже не стала еще доставать карты, потому что сама по себе карты отвечают уже на вопрос. И опять же, восьмерка мечей нам говорит об искаженном восприятии. По личной жизни нам тоже кажется, что мы одни. И мы словно в западне. Связаны как и руки, так и завязанные глаза. С нами могут сделать все, что хотят. Нам так может казаться. Мы можем чувствовать себя заложниками. А между тем, если хорошенько подумать, ничего не мешает нашей ведьмочке, это Таро ведьмочек, снять повязку с глаз. После снять вот эти перевязанные путы на руках. И нет забора как такового. И вот эта мрачная картина. Опять же, девушка смотрит вглубь себя. Она не видит реальности. Мои дорогие тельцы, ваша задача увидеть реальность. Хочется достать еще дополнительные карты. Вот неожиданно, правда. Ваша карта, императрица, мои дорогие. Туз пентаклей. Вот смотрите, у вас какие возможности. У вас как помощь высших сил. У вас как может быть какое-то предложение. Может быть и новость какая-то. А вы ее видите однобоко. Для вас могут приходить возможности по-новому заработать деньги. И если, правда, какая-то стратегия уже, завершилась, или внешние события, обстоятельства складываются таким образом, что у вас не получается что-то продолжать. Может быть, вы вынуждены менять работу, такое тоже могу предположить. Но так или иначе, деньги есть, если мы говорим о финансах. Или если мы говорим о вашей ресурсности, то тоже и силы есть тоже. И увидеть вот эту возможность для вас основная задача этого периода. Мне очень хочется взять карту совет еще дополнительно, потому что Луна. Наверное, с чего мы начали, тем мы и заканчиваем. И по Луне предстоит еще пройти какой-то путь или исследовать какую-то землю без карты. Исследовать, возможно, новые направления, как я говорила. Собирались в одно место ехать, а тут надо рассмотреть другие варианты. Или, может быть, рассмотреть разные варианты сотрудничества. По аркану Луна искусство мелких шагов. Где-то карта тоже говорит, если ты оказываешься в толпе, я всегда предупреждаю, помни, телец тебе в другом направлении. Будет очень важно не быть в толпе. Меня несет толпа. Мы не управляем собой. А у вас на кону императрица, качество жизни, ваш статус, мои дорогие. Тут есть возможность быть популярным, потому что по аркану звезды проходит популярность. У кого-то из вас в этот период может быть такая глобальная перезагрузка, когда вы захотите изменить свой имидж, захотите изменить самих себя. Здесь захочется вообще как-то переломить кардинальным образом ситуацию. Такое тоже могу предположить. Тогда не останавливайте себя. Помните, самое главное вам выйти вот из этого искаженного восприятия. Ваша задача восстановить собственные силы. Может быть, и где-то отдохнуть. Успевайте отдыхать, потому что работы, скорее всего, или планов, или каких-то событий у вас будет много. И еще все равно эти тысячи неопределенностей или какой-то период словно в потемках придется пройти. И сделать это нужно тоже очень красиво, ступая аккуратно, осторожно, но уверенно. Но у вас есть все возможности выйти победителем, даже из самой патовой ситуации. И несмотря на то, что вы можете чувствовать, как-то по-разному этот период жизни, у кого-то есть вот эти самые люди, на кого вы можете опереться, а у кого-то и нет, потому что я такое тоже могу допустить, ведь вам выпадает все-таки восьмерка мечей. Я как будто могу рассчитывать только сам на себя или сама на себя, но вера в собственные силы творит чудеса. И, знаете, вам никто не мешает. Наверное, немаловажный фактор, мои дорогие тельцы, но у вас есть возможность два старших аркана, себя самого или саму, сохранить, приумножить финансовые перспективы или отстроить совершенно иное качество жизни. И 10 дней – это не такой большой период, если вам кажется, что я словно действительно в потемках сейчас иду. Поверьте, по аркану Луна всегда нам говорят, выглянет солнце, и все встанет на свои места. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.